В этой буре помех наша нейросеть может находить и полезные цели. Обычный видеодетектор срабатывает на все, что движется, а нейросеть способна избирательно реагировать на те или иные действия именно человека или машины. Она их успешно различает в хаосе движения веток, света и тени. Видите, человек постоянно меняет свои параметры, заходя то в светлую, то в темную зоны, то перед ветками, то за ними, меняет цветовую гамму, находясь то в тени, то на солнце, практически сливается с помехами. Нейросеть спецлаб распознает его в любой освещенности, с любых сторон, со всеми углами подвеса камеры, в разных масштабах как на дальнем плане, так и на переднем. Давайте честно взглянем камерам в лицо, то есть в объективы. Что они видят? В большинстве своем всю свою камерную жизнь они наблюдают помехи. Так устроена наша действительность. Хоть мы этого сами и не сильно замечаем, окружающая среда перенасыщена различной активностью. Движение веток растений, теней от этих веток, полетом птичек, пробегами собачек, ползанием мушек на камерах, бликов как луж, так и оптики самих камер. И для людей все это обычно. Поэтому помехи даже стали называть естественными. Естественные помехи. Но есть проблема у электроники, у компьютера. Обычный видеодетектор срабатывает на все, что движется. Любое изменение картинки, и мы имеем груду бесполезной записи, а также необходимость для оператора видеонаблюдения следить за ней. Вот такая игра света и тени на улице достигает 90% всего процесса видеонаблюдения. В помещениях гораздо меньше, обычно 20%. Но нам много и одного. Зачем человеку дергаться каждый раз, когда качнулась какая-то дурная веточка? Мы же не натуралисты и должны следить не за природными явлениями, а за безопасностью на объекте. И вот, слава искусственному интеллекту, которого, правда, никто никогда не видел, но многие верят в него, появилась такая возможность использовать нейросети. Врубаем, и хаос Вселенной приобретает смысл. Мы начинаем понимать, извините, мы люди и раньше понимали, что нас больше волнует не та веточка, а вот этот автомобиль. Человек, кто нейросеть, Бог вставил в голову уже давно, а вот теперь и компьютер начинает понимать, какие зоны действительно интересуют нас, существ разумных. Теперь нам обоим очевидно, за какими объектами в кадре надо следить. Да, людей по большей части интересуют все действия с автомобилями и человеками, где бы они ни находились, как бы ни перемещались, как бы помехи им не мешали. И компьютер теперь может распознавать их почти в любом виде, выдавая оператору уже не груду помех, а только обозначенные субъекты. Причем делать это в тяжелых условиях всеразличных помех. И спецлабовская нейросеть способна классифицировать объекты практически во всех их видах, как бы человек или автомобиль не находились по отношению к камере. Спереди, сбоку, сзади, что особо важно для большинства систем видеонаблюдения, сверху, ведь камеры чаще всего ставят сверху. Но что мы здесь видим? Все дергается, все колбасится, архив засоряется бесполезным мусором. Дергать оператора по поводу качания каждой веточки, оператор с ума сойдет. Он выключит монитор и ляжет спать. Бесполезный вид видеонаблюдения. А что мы получаем с нейросетью? Как минимум, как видите, слева мы сможем просмотреть одним только взглядом всех людей и автомобилей, которые здесь проходили, проезжали. Всего один взгляд. Всего один взгляд, и мы видим все полезное для нас, что происходило за несколько часов. Представляете, как сокращается объем информации, бесполезной информации, шлаки, груды вот этих помех, они уходят, и на первый план выходит только полезная информация, охватываем одним взглядом. Но, естественно, нужно понимать, что все работает без шаманства.
Поэтому в любом случае объект должен быть хоть как-то виден, ну как минимум на 50%. Самое главное, вот этот голубь больше не является источником тревог. Оператору больше не требуется следить за ним в ожидании, когда закончится его детекция и начнется какая-то полезная детекция человека или автомобиля. Да ему вообще теперь не нужно смотреть в монитор, и потом, после того, как он сходил, открыл ворота или в столовую, или еще куда, вернулся, и вот теперь он может просто просмотреть панель событий. Это теперь событийное видеонаблюдение. Он ничего не потерял, ничего не упустил. Вот весь набор видеотревог, или, можно сказать, смыслов, которые здесь происходили на объекте. То есть это совершенно другой уровень, другое понимание видеоконтроля. И это только начальный уровень видеоанализа, а дальше программа может оценивать угрозы в зависимости от классификации объекта, от того, что может сделать человек, автомобиль, животное или что-то, или кто-то еще. Как видите, программа пишет на каждом событии человек, автомобиль и так далее. А это значит, что программа знает, кто это такой или что это такое. Если необходимо, мы можем защититься от такой помехи, как животные. Наши четвероногие друзья выделены в отдельную категорию. И их набеги больше не побеспокоят мирный сон охранника, а на телефон хозяина не будут приходить ложные тревоги. Как видите, на собачке нет ореола рамки человека, как бы она ни крутилась. Также мы можем оценивать и другие образы, например, спецодежду человека, головные уборы, каски, пилотки, фуражки, оружие и прочее. К сожалению, корифеи нейросетей обычно обучают их на качественных интернет-картинках, без учета специфики жизни, а спецлаб берет обучающий материал из многочисленных средств видеонаблюдения своих клиентов такого облака, как далекий свидетель. То есть там все в реальности, это реально живые работающие камеры. Кстати, на этом сайте эту технологию можно и проверить, загрузив видеоконтент, например, с телефона. Также в спецлабе неплохо распознаются полезные объекты, частично загороженные другими препятствиями или подобными же объектами. Как стационарно, так и что самое, естественно, главное в движении. Днем и ночью. В общем, это не игрушка. Спецлаб разработал и обучил профессиональную нейросеть для реального видеонаблюдения. Но, естественно, нужно понимать, что все работает без шаманства. Поэтому в любом случае объект должен быть хоть как-то виден, ну как минимум на 50%, и хоть как-то освещен. Если он почти полностью чем-то загорожен или находится в полной темноте, то извините, чудо не случится. К сожалению, Россия сама по себе находится в такой географической зоне, где чаще темно, чем светло, а зимой очень темно. И электрическая лампочка тоже есть не в каждом лесу. Поэтому нейросети не снимают с повестки дня и другие алгоритмы спецлаб, ищущие смыслы в полном хаосе, где разобрать людей, автомобили, даже человек не в состоянии. И видеосемантика здесь в помощь. Но с помощью видеосемантики до нейросетей мы пытались искать смыслы везде и всегда, вне зависимости от того, есть ли вообще в кадре люди или автомашины. То есть сейчас мы сделали качественный скачок по сокращению ложных тревог. Причем видеотревог, конечно же. Причем речь идет о скачке в несколько порядков, в зависимости, конечно же, от объекта. Вот мы анализируем всю груду из многообразных движений, а вот включаем нейросеть, и в этой пурге помех, в урагане помех, точно видим зоны интереса. Нас интересуют эти прямоугольнички, которыми помечаются люди и автомобили, а также другие объекты для специфических задач. И теперь мы изучаем поведение именно этих контуров, именно этих объектиков, каждый из которых получил индивидуальный номер.
По нему теперь есть определенная метрика. То есть мы расцениваем его как отдельного участника поведенческого сюжета. Да еще и знаем при этом, на что он способен, в зависимости от того, человек это машина или животное. Соответственно, конечно же, нужно понимать, нейросеть – это лишь часть задачи, может быть даже половина ее, но без событийной логики она бессмысленна. Что, например, делать, если мы нашли автомобиль в кадре? И следующих 10 тысячах. Крикнуть об этом пользователю? Кричать постоянно, пока машина не уедет, или что? Сообщив, что в зону видимости зашел человек, больше его не анализировать? Все-таки нужно понимать, нейросеть – мощное средство, но которое лишь говорит нашей программе, с кем или чем она имеет дело, не более того. А дальше нужна поведенческая логика, видеосемантика, которую спецлаб совершенствует уже давно и которая даже без нейросети успешно справляется со своими обязанностями. А с нейросетью, не думали, что придется когда-нибудь такое сказать, видеосемантика становится почти идеальной, то есть приобретает защиту от ложных помех. Кстати, сами нейросети изобретены очень давно, но наконец появились мощные средства бытового ценового диапазона, которые способны их использовать, успевать распознавать в кадрах живого видео формализованные объекты, например, людей и автомобили. По сути, для этого нужна только хорошая видеокарточка в компьютере, ну и, естественно, хорошая программа, без интеллекта программистов пока ничего не двигается. А спецлаб вот уже 2 года, как вы знаете, идет впереди индустрии видеонаблюдения, причем часто так лет на 5 опережая ее, и в этот раз также внедрил в полностью готовый вариант собственную нейросеть по распознаванию образов. То есть это уже сейчас можно купить для дома, для дачи, для офиса, для безопасного города. Все это уже работает на практике у многих-многих клиентов. И вот что мы имеем. Из хаоса разрозненных движений мы получаем великолепное событийное видеонаблюдение, в котором нет места помехам. Ну, извините, занесло. Помехи все равно будут встречаться, но их процент будет значительно меньше процента. Опять получился каламбур, зато легко запоминается. Процент помех будет меньше процента. Мы, тем не менее, вывели видеонаблюдение на качественно новый уровень. Вместо 90% помех на улицах и 20% в помещениях, теперь везде имеем меньше 1%. Это представляете, сколько жизней мы спасли? А вот это не каламбур. На внимание к мониторам люди тратят в 21 веке столько времени, что сравнимо только со сном. Кстати, о сне. Теперь можно за мониторами спать спокойно. Когда вместо помех появятся люди или машины, компьютер сам скажет об этом. Особенно приятно, что достоверную тревогу можно получить и на смартфон. Теперь вы не будете ругаться на то, что от дела отвлекла качающаяся ветка или пробежавшая собачка. Отныне только полезные события с людьми и автомобилями. А как определить полезность самих полезных целей? Об этом мы поговорим в следующий раз. И видеосемантика нам в помощь.